Доброго времени суток, уважаемые! Я рад приветствовать вас на канале ДК-82. Перефразируя песню Владимира Семеновича Высоцкого, хочу сказать такую фразу: лучше мор могут быть только моры. Короче говоря, сегодня тестирую свой новый нож от компании Mora. Mora 510. Ну что ж, уже по традиции давайте краткий обзор. Нож Mora, модель 510. Вес вместе с ножнами около 100 грамм. Материал клинка: углеродистая сталь. Общая длина ножа 205 мм. Длина клинка 94 мм. Длина рукояти 111 мм. Толщина по обуху 2 мм. Ножны полностью выполнены из пластика. Снизу, как на большинстве Mora, имеется отверстие для вентиляции и выхода влаги. Подвес, соответственно, тоже пластиковый. На вид хлипкий, но я думаю, что это обманчивое впечатление, так же как на Mora Classic. Сам подвес устроен таким образом, что его можно подвесить или повесить практически на любую пуговицу на одежде. Но на этой одежде, в которой я сейчас, пуговиц нет, поэтому я взял вот такую вот приспособу с собой. Сейчас покажу, как это работает. Одеваем на пуговицу и защелкиваем. Таким вот образом можно сделать гибкий подвес для этих ножен. Дальше. Нож вставляется в ножны со щелчком. Вставляется он любой стороной. Многие говорят о том, что есть такая проблема с этими ножнами. Если как следует нож встряхнуть, то он из ножен выпадает. Но у меня нож абсолютно новый, может быть, поэтому у меня такой проблемы нет. То есть, как бы я его ни трес, он из ножен не выпадает. Если со временем это все-таки произойдет, он немного пошоркается и начнет выпадать из ножен, тогда, пожалуй, я что-нибудь придумаю. Кто-то нагревает ножны феном и немножко их прижимает. Кто-то вклеивает кусочек тонкой кожи, чтобы сцепление между рукоятью и внутренней частью ножен было лучше. Ну, что-нибудь я придумаю, пока меня эта проблема не беспокоит. Рукоять ножа черный, жесткий, шершавый пластик. В передней части имеется такая вот выступающая гарда, которая как бы помогает при некоторых определенных работах удерживать нож в руке лучше. И оканчивается, или точнее сказать, навершие рукояти заканчивается вот таким вот практически классическим грибком, как на финках. Клиночек, можно сказать, миниатюрный, небольшой. Я раньше думал, что клинок у Mora Classic 2 небольшой. Но, как можно видеть, в сравнении у 510 Mora он еще меньше. И короче, и по ширине уже. Что еще? Согласно информации из сети, хвостовик клинка заходит в рукоять практически на всю его длину. Кто-то проверял это магнитом, кто-то просто разрезал эти рукояти, чтобы посмотреть, докуда хвостовик. Но я этого делать не буду, мне достаточно того, что в интернете я уже нашел. Зачем мне как-то изгаляться? Клинок, как я уже сказал, углеродка. Соответственно, он боится влаги. Со временем потемнеет, так же как на Mora Classic 2. Возможно, для кого это минус, но по личным ощущениям клинки на ножах Mora, которые сделаны из углеродки, они прочнее, чем те, которые сделаны из нержавейки. Sandvik 12C27.
И рез вот у углерода гораздо лучше. Но это, как бы, опять же говорю, мое только мнение. Если кто-то считает по-другому, возможно, вы тоже правы. Ну и в принципе, даже если нож потемнеет так же, как этот, я думаю, что он даже будет выглядеть еще брутальнее и аутентичнее. Заточка — это, естественно, Сканди со спусками в ноль. Из коробки нож режет очень хорошо. Показывать не буду, поверьте на слово. Как, в принципе, и все моры из коробки режут просто замечательно. В принципе, наверное, больше добавить по этому ножу нечего. Давайте испытаем его в работе. Тестировать будем, как обычно, в нормальных походных условиях. Вырезать снежинки из бумаги не будем. Для начала просто построгаем деревяшку. Деревяшка мерзлая. Но Сканди спуском это не мешает. Что, еще немножко? Я думаю, можно на это смотреть бесконечно. Мора — это мора. Тем более с клинком из углеродки. Режет как масло. Так, теперь давайте попробуем силовой рез. Ну-ка. Ради интереса. Mora Classic 2. Как будто бы побойчее вгрызается. Mora 510. Еще раз. Да нет. Показалось. Кстати, несмотря на то, что рукоятка из такого вот жесткого пластика, удерживать намного удобнее, чем... Ну ладно, не намного, но удобнее, чем вот Mora Classic. Вот такую вот бочкообразную рукоять. Не, грызет, грызет. Отлично грызет. Так. Сучковатая попалась. Ну да ладно. Попробуем сделать огненное перо. Слушайте, ну это прям здорово. Ну-ка, ну-ка. Что ты будешь делать? Так. Сравним ощущения. Слушайте, ну действительно, вот как-то Mora 510 прям поинтересней. Не потоньше ли она в обухе? Ну да.
потоньше. Поэтому, наверное, так и получается. Как-то прям... Давайте еще попробуем. Но это просто класс. Просто класс. Клиночек небольшой, как я уже говорил. И тоньше, чем на More Classic 2. Почему-то я думал, что они одинаковой толщины. Батонить не будем. Я думаю, нет смысла таким ножичком батонить. По дереву, думаю, достаточно тестов. Давайте по продуктам его немножко погоняем. Посмотрим, как он будет справляться. Для начала растопим ведропечь. Сегодня огнивом, чтобы навыки не терять. Что ж я, не бушкрафтер, что ли? Ага. Ну. Пошла, родимая. Так, печку растопили. Теперь можно что-нибудь приготовить. Сегодня, кстати, буду готовить я любимые блюда североамериканских индейцев. Пельмени. Кстати, это чистая правда. Если вы мне покажете индейца, который не любит пельмени, то, скорее всего, он либо врет, либо ни разу пельмени не пробовал. Но рецепт будет немного с добавлением других ингредиентов. Получится нечто такое, в любом случае, изумительное. Ладно, ингредиенты, которые нам понадобятся, это, естественно, сами пельмени, 1 луковица, 1 болгарский перец, 1 помидор, 1 картофелина, лавровый лист, зелень, соль, приправы и подсолнечное масло. Для начала я сейчас мелко порежу лук, помидоры и перец. А дальше покажу, что нужно со всем этим делать. Начнем с лука. Клинок небольшой, очень удобно им работать. Я, в принципе, даже не сомневался в этом. Ну, отлично. Что тут скажешь? Дальше. Помидор.
шикарное ощущение. Реально шикарное. Конечно, это не опинель, но тем не менее режет просто обалденно. Просто обалденно. Даже вот знаете, им приятнее работать, чем Mora Classic 2. Реально просто класс. Ну, из коробки нож, конечно, острый, что и говорить. Так, следующий у нас идет перец. Много нам не нужно, так как котелок у нас небольшой. Режем перец. Ну, шикарно, шикарно. Что говорить, действительно. Понятно, что закономерно таким маленьким клиночком очень удобно будет работать по продуктам, выполнять какие-то тоненькие, аккуратные работы. Но нож вот действительно, сколько про него сказано, пересказано, сколько снято видео, сколько написано статей. Долго я на него посматривал, облизывался, так сказать. И вот вообще не жалею, что взял. Вообще. Так. Порезали ингредиенты. Лук, помидоры, перец. Теперь надо это все обжарить в кружке. Ставим решетку, кружку, наливаем масло, и обжариваем сначала лучок, потом помидоры. Сегодня, кстати, минус 20, поэтому они уже схватились слегка. Чем бы помешать? Немного подкинул дровишек. Дело пошло повеселее. Теперь главное, чтобы не сгорело. Так, и сразу поставлю воду, так как будет нужна горячая вода. Пока все получается. Вон какая красота. Пока закипает вода, проведем еще один немаловажный тест походный. Почистим картошку. Ну и, соответственно,
После чего ее порежем. Кто-то скептически относится к такому тесту. А вообще, на самом деле, это очень много значит. Каким-нибудь здоровым ножом или ножом с толстым обухом чистить картошку неудобно. Я вот, например, люблю картошку. Что печеную, что в ухе, что жареную. Поэтому частенько приходится где-то на природе чистить картошку. Ну что тут скажешь? Клинок тонкий, маленький. Чистить картошку удобно. Просто скажу, что тест пройден. Теперь нужно меленько порезать все это дело. Ух ты! То ли картошка замерзла, то ли, скорее всего, из-за скандинавской, точнее сказать, сканди заточки спуска в ноль. Он ее не режет, а колет. Ну да ладно. Думаю, что это тоже небольшая проблема. Пока мне все нравится. Пока этот нож нравится мне больше, чем Mora Classic 2. Так вот, помельче совсем. Так, ну давайте уж дорежем, чтобы было видно. Ну, в принципе, если вот так вот, то вполне себе даже ничего. Все хорошо не бывает. Короче, зачистку картофеля 5 из 5. Зарезку, ну пусть будет 3,5, если так можно. Так, посмотрим, что у нас там с водой. Овощи потушились, вода закипела. Наливаем нужное количество и сразу добавляем туда картошку. Не забываем посолить. Ну и добавить приправы по вкусу. У меня сегодня кавказские травы. Покипело немножко. Картошка приготовилась. Добавляем лавровый лист. И основной ингредиент — пельмени. В принципе, почти все готово. Сейчас доводим до кипения, буквально 3-4 минуты. И можно подавать к столу.
морозец, поэтому очень быстро застывает. Накладываем порцию супа. Еще, знаете, не придумал, как его назвать, но все идет к тому, что называться он будет индейский. Собственно, почему бы и нет. Ну, думаю, достаточно. Так, последний штрих. Зелень. Вот такая вот получилась красота, друзья. Если у вас есть знакомые индейцы, обязательно покажите им это блюдо. Я думаю, что им очень-очень понравится. Теперь, что касается ножа. Этот нож стоит той небольшой денежки, которую за него просят. У меня вообще сложилось такое ощущение, что Mora 510 вытеснит Mora Classic 2 из моих любимчиков и, наверное, займет его место в моем легкоходном походном наборе снаряжения. Ножом реально очень приятно пользоваться. Очень приятно. Я теперь даже не знаю, есть ли у вот такой вот 510 Моры конкуренты в этой нише. Ну, я имею в виду по соотношению цена-качество. Вообще, кажется, первый раз у меня такое ощущение, что вообще к ножу никаких нет претензий. Что-то в нем такое есть, несмотря на его простоту, несмотря на материалы, из которых он изготовлен, скажем так, не самые дорогие. Тем не менее, реально, вот когда им работаешь, не хочется выпускать его из рук. Очень приятный нож. Ладно, когда улягутся эмоции мои, месяца через 2-3, может быть, постараюсь я снять видео еще одно про этот нож, уже после того, как я достаточно им поработаю, по дереву, по продуктам. Ну и в принципе, на сегодня это все. Надеюсь, что изложенная информация кому-то окажется полезной. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока. А я отведаю индейского супчику, с вашего позволения. Во, рекомендую.